Друзья, всем привет! С вами Вера, вы на канале Мы с Алтая. Сегодня у нас необычный заказ. Будем сажать посадочку вот в такую большую корзину. Заказала мама для дочки микс весенних цветов, чтобы мы посадили в корзину. В общем, решила снять отдельное видео, потому что это послужит примером. Постараюсь поточнее, подетальнее все рассказать, показать. Можете взять на вооружение, как делать посадки на 8 марта, да и вообще на любой праздник. Но впереди, коль у нас 8 марта, ориентируемся на него. Значит, бюджет у нас композиции 5000 рублей. Корзину заказчица привезла свою. Я сказала, что может есть у вас своя корзина, потому что девчонкам много дарят цветов, наши постоянные клиенты. И она сказала: да, привезу, чтобы цветов у нас было побольше. Ну, а также интересного декора. Так, ну что, приступим. Для начала я заказала цветы. Заказала гиацинты, заказала луковичный микс, в прайсе было написано. Заказала, и с нетерпением я сегодня ждала поставку. Открыла коробку. Гиацинтов я не обнаружила, расстроилась сначала, но думаю, ладно, ничего страшного. Добралась до луковичного микса. Честное слово, истерический смех у меня был, наверное, полчаса. Сейчас я вам покажу, что пришло. Только сильно не смеяться. Пришли тюльпаны. Ну, что я вам скажу? Какого они качества? Сейчас поближе покажу. Вот таких два. Господи, бедный третий. Бедолажечки. Ну и вот как я должна клиенту, здесь даже бутон не прищупывается, вот это вот посадить, горе. Вот, честное слово. Вот смех и грех. Как можно такое продавать? Ой, я еще, конечно, им не отписывалась. Наверное, надо сфотать и написать: спасибо за луковичный микс. Ой, конечно же, вот с таких цветов, никаких бутонов, они бы так и не дождались. Поэтому наши тюльпаны, я прям с гордостью заявляю, наши тюльпаны качественный, шикарный просто продукт. Какие корни шикарные, какие луковицы, какие бутоны получатель будет наблюдать и радоваться. Так что этот луковичный микс мы оставляем сбоку. А у нас в посадочке будет использоваться примула. Примула шикарная. Сейчас поближе вам все покажу и расскажу. Шикарная примула вот на такой ножке. Если сорт, честно сказать, не могу сказать, забыла. 3 разных расцветок. Одна такая больше лососевая, розовая и нежно-нежно-розовенькая. Это многолетки. Все цветы из теплицы. Маргаритка. Маргаритка тоже 3 оттенков. Более насыщенная. Розовенькая и беленькая. Беленькая прям на бутончиках. И очень-очень много бутонов здесь. Смотрите. То есть только-только начинает цвести. Примула только-только начинает цвести. Первые свои цветочки открыли. И когда мы все пересадим, очень-очень долго будут радовать. Потом все можно будет высадить в палисадник. Взяла гвоздичку. Гвоздичка прям совсем на бутончиках. Прям бутончики видны. Немножечко пока она просто зелененькая у нас постоит. Затем она расцветет. Ну и, конечно же, наши тюльпаны. Тюльпаны 2 оттенков. Это махровые. Ранний сорт. Желтый.
Вот их видно даже. Вот поменьше сорт. Ой, поменьше это поздний сорт. Он будет ярко-красный. Очень огненно, прям красивый, красно-красный. Так, и желтый. Сначала зацветут желтые тюльпаны, но они махровые, они сильно высокие не вырастают. Примерно они будут вот у нас вот так возвышаться. Вот сначала желтые расцветут, потом они отцветают и красные подхватывают. Зрелище будет еще то. Ну что же, приступим. Для начала нам нужно выстелить прозрачной пленкой дно, чтобы вода у нас, земля, потому что оно вот как сито не попадала, ну, не пропускала. Так, загибаем и делаем еще один слой. Сейчас я расскажу зачем. Отрезаем. И в этом слое мы делаем несколько дырочек. Вот прям небольших. На самом дне, не сбоку где-то, просто на самом дне. Штучки 3 достаточно. То есть, смотрите, у нас будет такая двойная подушечка. Первый слой полностью защищает. Второй слой с дырочками. Если пойдет перелив немножко, он пропитает, ну, как бы вода пройдет, и как бы такой немножко дренаж, что ли, будет. В общем, немножечко будут у нас корни дышать. Выкладываем на донышко. Я приготовила грунт. Грунт у меня это торф Агробалт. Я его смочила водой, но не сильно, чтобы с него сильно вода не текла. Так, более хрупенькие отставляем цветочки. Сначала будем работать более с массивными. Это с тюльпанами. Мысленно распределяем, где что должно быть, где у нас перед корзины будет, где зад, так скажем. Так. Так, ну потом все обрежем. Так, вот здесь у меня будет перед композицией. Как бы я хочу, чтобы ручки были по бокам, а не впереди. Так, ставлю себе задней части нашей композиции и выкладываю тюльпаны. О, ничего себе! Вот это да! Вы посмотрите, какие корни. Вы посмотрите, что тут вообще творится. Какая мощная корневая система. Вы смотрите, какая борода. Это восторг. Это вообще, как они укоренились шикарно. Вот такие тюльпаны дадут шикарный цветок. И несмотря на то, в каких они дальше условиях будут расти. Ну, будет плюс 25, там 30, если дома совсем жара. Они быстрее цветут. Будут попрохладнее, они продлят свое цветение. Так. Подсыпаем. Ну, вот это да. Вот это корни, так корни. Шикарные. Так, сильно не присыпаем, потому что нам еще нужно высадить здесь 2 горшочка, чтобы все растения у нас поместились. А у нас их здесь достаточно много. Вот это корни, вот это масса. Так, масса.
Так, ставим поближе к стеночке, прям близко-близко. Так, и еще один горшок нам нужно сюда посадить. Так, сюда 3 маргаритки и сюда, ну, все должно влезть. Так, по моим расчетам. Так, ой, здесь же. Ох, шикардос, шикардос какой. Так. Плотненько ставим. Разравниваем нашу пленочку. Не боимся ее заморать, ее все равно обрезать. Так. Шикарно. Разворачиваем. Так. Задний фон у нас уже нарисовался. Так, теперь все выстилаем. Так, впереди. Так, еще пододвинем их. Ну, корешки поаккуратнее, чтобы нам их не повредить сильно. Так. И просто выставляю так, гвоздичку. Далее, вот это повыше немножко маргаритка, ее на второй план. Вот так с комом земли. Тоже шикарная корневая система. Выставляем. Вот так. А потом уже между ними я чуть-чуть торфа проложу. Так. Далее. Вот. Еще одна. Тоже в корневую сильно не лезу. Просто перевалочкой. Чтобы они у нас не повредились. Так, маргаритки. Ну да. Достаточно. 3 штучки. Листики аккуратненько приподнимаем. Земелечку разравниваем. И все плотничком ставим. Так. Все-таки растения у нас цветущие. И если мы сильно залезем в корневую, то они у нас могут стрессануть и скинуть все наши цветы. Так, и примулу. Примула прям вообще она такая нежнейшая. Сейчас посмотрим корневую. Здесь тоже она такая паутиночка идет. Но вот внизу корешков, я смотрю, нет. Немножечко я земелечки уберу. Так. Сюда посадим. Так. Ее прямо тесненько-притесненько, потому что у нее воздушные лопушки, и между ними как бы проложить другие лопушки, оно как бы будет и не так воздушно, ну, как бы будут друг друга поддерживать. Так, светленькую сюда, вперед. Так, и еще для одной как раз у нас есть здесь местечко. В
центре. Так, все. Тут земли-то мне даже, наверное, не понадобится. Еще даже останется. Так, тоже с хорошим земляным комом. Даже еще чуть-чуть берем. Так, ну все, сильно-сильно не будем. Все же цветущие растения у нас. Ой, как раз. Ставим. Все. Заполнили. Теперь нужно везде поднажать, то есть как бы между растениями досыпать грунта, если нужно будет. Ну, в нашем случае нужно, потому что есть щелочки, я пальцами чувствую, есть щелочки между корзиной и растениями. Все заполняем, потому что мы еще будем поливать. О, какая тяжеленькая! Мы все будем поливать, все это просядет, чтобы у нас не было дыр в почве. И было куда корешкам, конечно, развиваться. Так. После того, как засыпем все, будем обрезать пленку. Ну что, друзья, вот такая красота у меня получилась. Теперь осталось нам все это задекорировать. Так, будем использовать мох для декора грунта. Так, ну сначала польем. Немножечко под каждое растение. Так, полили. После того, как задекорируем мхом, поливать не надо будет так часто, потому что грунт не будет так сильно пересыхать. Шикарный мох у нас. Прокладываем через тюльпанчики в основном, потому что на первом плане, да, у нас очень хорошая зеленая подушка своих ну, своя зелень у растений. А вот у тюльпанчиков еще пока нет. Так, и закладываем земельку. Вообще я с удовольствием взялась за такой заказ. Очень интересная идея для подарка. Шикарная просто. То есть останутся цветочки. Их можно будет высадить. И они долго-долго будут радовать. Маргаритка вообще шикарное растение. Ой, вообще неприхотливая. И много-много цветов у нее. Цветет продолжительное время. Хорошо зимует. Так. Сюда немножко. Под сами растения сильно плотно не нужно, чтобы ничего у нас не подпрело. Так, листики немножечко на мох. Мох все равно он будет подсыхать немножко сверху. Переворачиваем. Смотрите, как красиво сзади. И по периметру корзины выкладываем мхом так, чтобы не видно было пленочку. Также вы можете использовать в качестве, как укрывного, да, материала, декора почвы, кору. Кора продается как бы, да, без проблем. Также корой можно подсыпать для декора. Тоже очень красиво, фактурно смотрится. Так. В прошлом году мы на 8 марта делали посадочки для отеля одного. Делали, по-моему, порядка 100 штук. Нет, вру, 70 примерно. Посадочек было. И там в качестве декора грунта, в качестве мульчи, так скажем, да, я использовала кору. Так, все, мхом заложила.
убираем все, подметаем. Теперь самое интересное, самое волшебное. Будем приступать к декору. А это у нас есть гнезда, как в прошлом видео, или даже в позапрошлом я рассказывала, что я прикупила. Так, яйца нужно будет приклеить, а то при транспортировке, мало ли, они у нас выкатятся. Птичка. Сюда же у нас пойдет зайчик. Зайчик пойдет вот сюда на поляночку. Надо сначала расставить, а потом уже смотреть. Так, по поводу скворечника. Я рассказывала, что хочу приклеить вот такие шпажки. Сейчас покажу. То есть не тоненькая шпажка, вот она прям квадратненькая, как маленькая бревешечка. Приклеиваем. Наш скворечник. Так, и куда-нибудь в это место мы его поставим. Сейчас я себе разверну, чтобы мне все было видно. Так. Да, он такой более высокенький. Мы его поставим на задний план к нашим тюльпанам. Так, потом, когда тюльпаны, ну, все-таки надо обрезать немножко. А то сильно высоко будет. Потом, когда тюльпаны наши вырастут и практически соприкоснутся с ним. Вот. Вот. А у дочки есть еще маленькая дочка. Ей, наверное, годика 3. И я представляю, как они каждое утро будут вставать и смотреть, какой же цветочек расцвел. Ах, показался бутончик. Ах, как он окрасился. Ах, как он зацвел и расцвел. То есть это вот просто сказка. Также вот тюльпаны вы можете подарить вот и в горшочках, да. Сейчас покажу наши тюльпаны. Вот такие пакетики с 5. Также есть на 7 штучек. Почему я все же перешла именно не на срезку, а именно продавать в горшочках? Потому что вы можете поставить себе на работу, домой, подарить бабушке, маме. И каждое утро завтракать и смотреть на них и наблюдать, как вообще появляется цветочек, как он растет, как он наливается бутон, как он зацветает. Каждое утро он будет меняться, и вы все будете наблюдать и расцветать. Вот, в общем, лучше взять в горшочках, да, например, тюльпаны. И, ну, конечно, сразу не презентабельно, нет бутонов, да, ну, мужчины не понимают, а вот девушки, женщины охотно берут. Вот. Они-то всю фишку знают. Так, отвлеклись от темы немножечко. Давайте продолжать. Так, наш зайчик. Наш зайчик, я думаю, его нужно посадить чуть-чуть поглубже. Он у нас крупновастенький. А сбоку посадить все же нам гнездо. Вот в эту сторону будет такая сказка. Так, листики сейчас я все протру. Немножечко они грязненькие. Ну, это торф. Он высох и отпал. Все. Ну, чтобы все было красиво, нужно все протереть. Так, зайчика мы крепим тоже с помощью шпажек, но уже потоньше. Нащупываем, смотрим, где у нас нет корней. Подальше втыкаем 2 шпажки. И на 2 шпажки, вот здесь вот дырочка есть, насаживаем нашего кролика. Так, чтобы цветочкам не мешать.
и листочком. Вот. Вот так. Красота. Так, бутончики у нас все вот так поставим. Вот. Бутончиком он не мешает. Так. Все листочки достаем. Вот. Шикарно. Также приклеиваем наши яйца в гнездо. То есть, чтобы не вывалились. Они такие легкие. Делаю я это при помощи клея-пистолет. Крепим мы это гнездо с помощью проволоки герберной. Отрезаем немножечко, делаем вот такую шпильку. Такую шпильку делаем. И как бы мы пришпиливаем гнездо. Так вот насквозь его протыкаем. И шпилькой просто в землю. Так. Вот. Здесь мох немножко приподнять. Вот. Смотрите, красота какая, а? Круто. Теперь нам нужно облагородить наши тюльпаны. То есть впереди динамика у нас красивая. Сзади динамики, на заднем плане динамики нет. Просто один скворечник. Так, что же, будем делать динамику нашими веточками. Веточки фактурные, красивые. Немножечко отформировать и поставить на второй план. Вот так к нашему скворечнику, как будто бы здесь у нас деревья. Так, поверну себе вперед. Шикарненько, шикарненько. Так, еще в эту сторону поставим. Сильно вперед не нужно эти ветки ставить. Только по заднему плану. Так, и сюда. Все. Готово. Осталось прикрепить нашу маленькую птичку на скворечник. Да, вот сюда. Тоже с помощью клей-пистолета. Большая капля у меня так получилась. Берем. Так. Подержим чуть-чуть, чтобы приклеилась, не уползла наша птичка. Я в восторге. Вообще. Сейчас вам покажу все поближе. Так, ну смотрите, примула. 3 оттеночка вместе с зоной. Вот здесь, смотрите, маргаритка. Беленькая распустится. Яйца как лежат, круто. Зайчик. Здесь маргаритка. Вот она какая. Веточки фактурненько. Ну, скворечник мне просто вообще моя любовь. Я птичку посадила так, чтобы дырочку от скворечника все-таки было видно. Что это не просто что-то там, а прям скворечник, скворечник. Ну и на заднем плане наши тюльпанчики. Круто, круто. Вот так они вырастут. И здесь будут расцветать. Ой, круто. Попрошу потом. Девчонки и так будут выкладывать в сторис, в Инстаграм. Буду потом у них скриншоты делать. И буду в Телеграм-канал наш, кто у нас там подписан в Телеграм-канале, посмотрите, как будет вся эта история развиваться дальше.
Ну что, друзья, шикарнейшую корзину мы с вами посадили. Тяжелая, разнообразная, разнофактурная. Не знаю, я даже, мне кажется, нельзя их за ручки брать. Нужно брать под донышко. Так, ну что же, за основу такой посадочки вы можете взять посадочки на 8 марта, на 14 февраля. Вот так вот можно миксовать и создавать такую красоту. Ну, все зависит, конечно, от объемов. Побольше можно побольше, поменьше можно и поменьше. Так, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока.